Всем привет, вы на канале Дифи, и практически под каждым моим роликом можно найти комментарии по типу «Откуда столько у тебя баксов? Как ты так много фармишь монет? Откуда у тебя столько ресурсов?» И такие комментарии встречаются не только под роликами в YouTube, а такие вопросы вы мне задаете и в личку, и в Телеграме, и в ВК, и я решил вам ответить на этот вопрос. Так что с вас по лайку, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, ссылка на все мои соцсети, как всегда, в описании под роликом. Ну и начнем с самого распространенного способа, как можно зарабатывать баксы или монеты. Вы просто заходите в обменник, прокручиваете в конец, и тут вам доступен обмен на купоны или же на баксы. Вы можете обменять 1000 монет на 5 баксов 3 раза, или же 10 тысяч монет на 10 баксов 3 раза, ну или на коронки. Коронки по факту вам нужны только для свапнутых автомобилей, но мы их в счет не берем. И я вам тут рекомендую обменивать 10 тысяч монет на 10 баксов. Таким образом вы можете фармить баксы. Вот за месяц, если вы будете обменивать каждый день по 3 раза, вы нафармите 900 баксов. Ну а если вам не нужны баксы, вы можете эти купоны продавать на рынке и поднимать на этом плюс-минус 20 тысяч монет с каждого купона. Это один из распространенных способов заработка как и баксов, так и монет. Также вы можете катать гонки или же автогонки. Но хочу заметить, что если вы катаете обычную гонку, вы зачастую получаете немножко меньше ресурсов, нежели вы катаете автогонку. Это практически вообще незаметно, но как факт, проще всего поставить автогонку, вы получите так и больше ресурсов, вы потратите меньше своего времени. Так а что мы на выходе получаем? Мы получаем монеты и чертежи. Вот если вам нужны монеты и чертежи, то знаете, катайте гонку или же автогонку. Также многие из вас скажут, ну 75 литров я искатаю, что дальше делать? Дальше вам нужно и необходимо, я бы вам, так бы сказать, порекомендовал обменивать баксы на монеты. И так делать 2 раза в день. То есть вы обменяли 20 баксов на 100 литров бензина и еще обменяли 50 баксов на 100 литров бензина. Эти баксы вы в этот день отобьете. И отобьете нормально, так что не переживайте, вот обменяли и катайте дальше автогонку или гонку. Но если у вас есть, допустим, автомобиль с проблесковыми маячками, то вам выгоднее будет катать ПДД, так как в ПДД вы получите такое же самое количество ресурсов, как и в автогонке, но потратите на это еще меньше времени. Почему я сказал, зачем нужны маячки? Да просто, чтобы тратить еще меньше времени на ПДД, с маячками будет вам намного комфортнее, так как маячки нам дают такую привилегию нарушать и не получать за это никакие штрафы. Если вы, допустим, на автомобиле без маячков проедете знак стоп, то у вас отнимется 10% от той суммы, которую вы могли бы заработать. Так что я настоятельно рекомендую катать ПДД, желательно, если у вас есть маячки. Без маячков вы тоже можете катать, и тоже это будет быстрее, чем автогонка, но все же рекомендую это делать тем, у кого есть проблесковые маячки, вот только тогда реально соваться надо в ПДД. А так, ПДД по факту ничем не отличается от автогонки. Автогонка, наоборот, наверное, поинтереснее для вас, так как вы не тратите вообще свое время. Также еще один из видов заработка – это рисовать винилы в покраске, и вы вставляете их на рынок винилов. Для этого нужен премиум, чтобы выставить свой винил на продажу. Премиум получается за счет доната, но я думаю, каждый из вас хоть разочек в игру донатил. И вот так у вас продается винил, и вы собираете прибыль. Кстати, на этом виниле я уже заработал 150 тысяч монет, а вложил в этот винил 60 тысяч монет. Кто не видел про него ролик, вот переходите, посмотрите. Также еще один из распространенных методов заработка – это вступить в клан. Вот в клане реально удобно фармить и монеты, и чертежи, и опыт, а также еще зарабатывать ящички. Просто катаете гонки с боссом на выбранной вами территории или же вашему владельцу клана, я не знаю, вы вступите в чей-то клан или создадите свой, но сам факт, быть в клане очень выгодно, и вот если вы хотите получать прямо по максимуму ресурсов, то вступайте в клан, так как в клане могут еще действовать всякие бонусы по типу плюс 20% монет к каждой гонке, плюс 10% чертежей. Это все бусты, которые покупает владелец клана, но все же они приносят тоже неплохой буст. Ну а если вы хотите еще повысить свой заработок в гонках, в ПДД, просто повышайте свою квалификацию. Чтобы ее повысить, нужно просто выполнить необходимые пункты и тогда просто ее повышать. Кстати, за повышение квалификации вы еще будете получать награду. Последняя квалификация профи, и мне до нее осталось совсем чуть-чуть. И когда я повышу, у меня увеличится заработок за гонку, за ПДД, и это будет реально круто.
Теперь что еще хочу сказать. Можно зарабатывать тоже на контрактах, потому что когда вы выполняете задания, вы получаете определенную награду в виде купонов, которые можно продать, в виде монет, в виде чертежей, и это очень выгодно. Есть контракты, которые ежемесячные, есть контракты, которые идут 2 месяца, но есть основной контракт, в котором можно получать хорошие награды, но про него чуть позже. Также вы можете получать в награду, если выполните все необходимые требования, автомобиль. В каждом контракте автомобиль разный, но как по факту эти автомобили продавать невыгодно, так как они стоят копейки. Ну вот вам как пример, я когда-то получал DeLorean. Ну и что, он стоит, потому что продавать его жалко, а времени, чтобы его получить, я потратил очень много. Просто вот он на рынке стоит смешных денег, и вообще не рекомендую продавать свои автомобили, только перепаковывать или вообще просто его не трогать. Если он вам надоел, подождите, когда-то получите купон перепаковки и перепакуйте. Слить автомобиль скупщику для вас же это невыгодно, но если нужны срочно деньги, то уже делайте что хотите. А если вернуться к основному контракту, то я бы вам порекомендовал проходить основной контракт с премиумом, так как премиум реально дает там неплохие награды, которые помогают развиваться аккаунту. Про контракты я вам сказал, и теперь еще один из видов заработка, но это уже для тех, кто хочет реально заморачиваться. Купите автомобиль в каждом из классов игры, прокачайте его немножко и участвуйте в турнирах. В турнирах вы будете получать турнирные очки, с помощью которых впоследствии вы сможете купить автомобиль из турнирного автосалона. Но скажу еще пару слов про турнир. Вы можете участвовать в каждом, но в каком-то из турниров у вас будет тот автомобиль, который будет более прокачанный, и там вы можете даже пытаться занять какое-то определенное место, первое, второе или третье, и получать за это еще дополнительную награду. А возвращаясь к тому, что я сказал, что вы можете купить автомобиль из турнирного автосалона, вы спросите, а зачем он мне нужен? Вы ищете тот автомобиль в турнирном автосалоне, с которого вы сможете потом взять, снять движок. Да, это может быть как и Viper, но на Viper реально надо заморачиваться, чтобы накопить такое количество турнирных очков. Но вы можете не так сильно заморачиваться и, допустим, фармить на какую-то Ладу, Весту или на Audi Quattro 80. На них не так уж много надо турнирных очков, просто их брать, покупать, после чего переходить в сервис, снимать с них движок, ну а уже после переходить на рынок и продавать их. Это тоже выгодно, потому что вы можете буквально с ничего продавать эти движки на рынке и получать от 1 000 000 до 13-15 лямов. Это просто на движках. Что вам нужно, это просто немножко потратить топлива, потратить немножко своего времени и просто катать турниры. И рано или поздно вы сможете нафармить необходимое количество турнирных очков, после чего купить автомобиль, снять с него движок и продать его на рынке. Хочу уточнить, что не каждый автомобиль из турнирного автосалона подходит на продажу двигателя, так как не каждый двигатель есть топовым. Также вот сейчас есть неплохой способ заработка. В преддверии Нового года, 1 января 2023 года, скорее всего, вы получите награду от разработчика в виде ящика новогодней сотни. С него может выпасть любой автомобиль с игры, эксклюзивные, которые уже убрали или которые были доступны просто бонусом когда-то давным-давно, и вы можете попробовать рискнуть и выбить. Но если у вас нету такого азарта и вы не хотите, чтобы вы остались ни с чем, с какой-то копейкой, вы просто можете продать этот ящик на рынке, он стоит от 10 до 50 тысяч баксов в среднем. И продавать вы его можете хоть сейчас, хоть через месяц, хоть через 2. Там есть, конечно, определенные лимиты, но вот в те сроки вы сможете продать его в любое время и заработать на этом неплохую сумму баксов. Это тоже как очередной вид способа фарма. Так же самое вы могли заработать и на первоапрельском ящике. Но вот если мне не нужны баксы, а мне нужны, допустим, монеты, покупайте купоны с топливом, перепродавайте их, просто ориентируйтесь на график, когда по низкой цене ловите, когда по высокой продавайте. Также, если у вас нет баллона с нитро, то продавайте вот эти вот купоны, которые выпадают просто так после гонки, после ПДД, и зарабатываете на этом тоже неплохую сумму. Допустим, вы открываете еще ящики с предохранителем и падает купон на 1 000 000. Продавайте, вам невыгодно его оставлять и просто получить 1 000 000 монет. Также вы можете еще перепродавать чертежи, но уточню, перепродавать,
а не продавать те, что вы получили за гонки. Так как это крайне невыгодно, потому что чертежи вам всегда нужны, вы просто можете купить чертежи на определенную сумму и их уже тогда как-то продавать, перепродавать, и вот на этом реально можно тоже заработать. Это такие были основные способы. У вас, возможно, возникает вопрос, где получать вот эти вот ящики с предохранителями. Думаю, многие знают, что их получают в испытаниях, но для тех, кто не знает, сейчас эти ящички можно получить в испытаниях, просто если вы пройдете трассу и не потеряете определенный груз. И сейчас зимой проходить испытания довольно легко и фармить эти ящички тоже легко. Если вы не хотите открывать эти ящички, продавайте их на рынке, они тоже стоят неплохую сумму баксов. И вот я вам рассказал основные способы фарма чертежей, монет, баксов, турнирных очков. Никаких других способов вы не найдете. Они есть основными, они переходят из года в год, пока разработчики что-то не поменяют. Пока вот такие у нас каноны, вот так вы можете зарабатывать, и так и я зарабатываю. Свои советы я вам сказал. Надеюсь, ролик получился довольно интересным, вы оценили его лайком, подпиской на канал. Ссылка, напоминаю, на все мои соцсети в описании под роликом. Ну и спасибо всем за просмотр, с вами был, как всегда, Дифи, всем пока-пока.